Привет, ребята! Рад, что мы собрались наконец-то здесь вместе для такого эксперимента, для записи нашего подкаста рождественского, возможно, первого, возможно, последнего. Поэтому ты очень по-новогоднему празднично звучишь. Единственного и неповторимого. Просто прямо так грустно, Витя, что просто можно сдохнуть. Причем до этого он говорит, что начало должно быть охуенное, да? Типа, интродакшн очень важен. Что ты хочешь, если будет плохой интродакшн, нас никто не посмотрит. Ребята, очень приятно. Кинотроечка, кинотроечка, кинотроечка. Да, такое тоже возможно. Сегодня мы открываем свой новый подкаст, который называется «Кинотройка», в котором мы будем обсуждать классные, но не культовые фильмы эпохи VHS. Сегодня у нас будет 3 не очень стандартные рекомендации рождественские, которые мы обсудим, поймем, насколько они до сих пор работают, до сих пор смотрятся хорошо. Есть ли, в принципе, смысл их смотреть? Если кто-то их не смотрел. Да. Стоит. Сейчас стоит ли это сделать или для чего это стоит сделать? Мы выбирали фильмы именно эпохи VHS, да, потому что это куча воспоминаний, куча каких-то прикольных фактов, куча возможностей вернуться в детство, в то время, когда самое страшное, да, было это забыть перемотать назад папин фильм на кассете. Именно на то место, на котором он остановился. На котором папа остановился, а не ты. Окей, погнали, да? Давайте. Первый фильм, да, какой я вытащу, предположительно. Из И коробки? это, да, из нашей коробочки. И зацените кассету. Раритет. Это фильм «Конец света» с Арнольдом Шварценеггером. О чем это кино? Тёма, давай, прочитай, пожалуйста, синопсис фильма. Итак, внимание, как писали на кассетах. В 1979 году Ватикан узнает о рождении девочки, предназначенной в жены сатане. Мощно. Конец 99 года, 20 лет, священники-убийцы ее разыскивали, пока не обнаружили в Нью-Йорке. Силы зла планируют уничтожить все человечество в новогоднюю ночь на стыке тысячелетий. Начался обратный отсчет дней до конца света. В круговерть жутких и кровавых событий вовлекается бывший полицейский и глава частной охранной фирмы, который вместе с напарником за 3 дня до наступления нового тысячелетия пытается разобраться, в чем дело. Только он способен вступить в схватку с самим дьяволом, уничтожить зло и спасти человечество от неминуемой гибели. Кажется, такая маленькая кассета, а так много написано. написано. Много написано, очень много написано. Зачем нам вообще история про Ватикан, который узнал о рождении девочки в 79 году? Главное, что у полицейского есть напарник. Да. Это уже... Это боди-муви, значит. Да. сразу. Итак, что мы хотим обсудить по этому фильму? Давай расскажу, почему выбрал это кино. Да. Потому что этот фильм полностью пронизан рождественским и новогодним вайбом. Вот вы не обращали внимания... Я точно этот фильм посмотрел? Да. И на самом деле вы не обращали внимания... Особенно на титрах. Когда пошли титры, первые. Я тоже, я сразу проникся. 15 минут фильма, 15 минут фильма прошло. Очень по-семейному. Можно посмотреть с детьми. Там, типа, я прямо собрал очень всех много вокруг. Нового года. Типа, давайте смотреть вместе. Так вы же перед тем, как детей собираете... Дети кричат, мне страшно, я не хочу это смотреть. Тут же написано, что очень по-новогоднему, 16 плюс фильм. Подожди. Давай вспомним какую-нибудь сцену, вот самую новогоднюю. Этот фильм снят на фоне Нового года, на фоне миллениума. 100%. Я помню сцену, Вова, тебе, где дьявол, не дьявол, да, а кто этот, как это, бес, в общем-то, который должен породить дьявола. Так. На фоне этого самого известного катка, чего там, Рокфеллер-центра в Нью-Йорке,
да, сзади за ним вот эта вся светящаяся фигня, которая есть и в «Один дома». Так. Я думаю, они украли из «Конца света» эту Так, сцену, так. ну, там, где уже младший этот в Нью-Йорке. И, пожалуйста, тебе сцена, где есть прям очень много Рождества. Там все огоньки, ангелы с дудочками сзади, вот вся эта красота. Вы Дьявола еще офигеете, сам. этот фильм полностью снят в Лос-Анджелесе. Полностью. Весь Нью-Йорк, который... вы Но там видите. Нью-Йорк, да? Там типа Нью-Йорк. Да, действие Окей. происходит в Нью-Йорке, но они снимали в Лос-Анджелесе. Да, там написано. Весь Нью-Йорк, Нью-Йорк. который вы видите на улицах, во время вертолетной этой Да, это шикарной тот погоды. Нью-Йорк, который я полюбил. Да, тот Да, кровавый. он сделан с помощью компьютерной графики, с помощью композинга. Это все меняет, Витя. Я просто Это всё хотел меняет. добавить, что с точки зрения продакшена это кино Всё меняет. шикарно сделано. Сразу меня. Этот фильм надо рассматривать максимально как развлекательный экшен-боевик. Пожалуй, мы его так и рассматривали. Да, да. если Не-не-не, честно. подожди, я его искренне по-другому и не сначала стал рассматривал. искать там Там мелодрама нет какой-то. мелодрама, Нет, драма, ну там открытый Ватикан финал. какой-то там. В этом и «Тайный прикол, Грааль», ребята, Там вы- как-то вы- девочка, почему девочка? Это какой-то Образы, да? символ, Символы, значит. да, сильные Наверное, символы. там какие-то отсылки к Иисусу, к матери Иисуса, ну и все прочее. Ну, ты молодец, ты хотя бы начал Думать над этим фильмом. искать там что-то. Но на самом деле, вот если в проекцию посмотреть этого фильма, он ничем не отличается от того же «Терминатора». Потому что в «Терминаторе» Шварц спасал ребенка, здесь Шварц спасает девушку молодую. Там за ними следовал Т-1000, весь фильм, А здесь 2 часа. сатана. Здесь сатана. Но да. они примерно одинаковые по уровню. По типа, структуре, по ну, подходу. мощности Т-1000 и Нет, сатана. по мощности они, конечно же, Да. Ну, не а кто одинаковые. сильнее, Т-1000 или сатана? Вот если разобраться, Витя. Ну, если бы они один на один, типа, Слушай, зарубились. ну и там работает дробовик. Да, и там, кстати, Это и там важно. есть Да, сцены, да, есть кстати, сцены да, прям да, очень да. одинаковые. Ну, там, Не-не, где это дробовик офигенно, что делает дробовик всегда, что делает дробовик всегда дырки, что в работает. Т-1000, что в И, сатане. вы, и очень вы много. должны понимать, что вот этим фильмом Арнольд как бы возвращался к киноиндустрии. Ни хрена себе. Он до этого фильма 3 года не снимался, ему не давали проекты вообще, потому что после... Он накосячил? Нет, потому что после идиотского четвертого Бэтмена, где он А, этого мистера всё, Фриза да-да-да, играл, у да-да-да. него случился инфаркт, ему сделали операцию на сердце. И 3 года он не мог найти проект, потому что страховые компании просто Боялись. А очень дорого. боялись. Не, Так, очень да. дорого. Так вот, очень вот, дорого. вот почему он ничего не Вот, поднимает. да, Ты я, кстати, спрашивал, хотел сказать, почему вот у меня Шварценеггер было, там не да, поднимает типа, ничего. он реально в этом фильме, я посмотрел фильм, и я понял, что Шварц не похож на Шварца. Типа вообще. Он не поднимает ни хрена, да, он не бросается блоками бетонными в людей, да, Да там ты не что? разбивает головами стены. Типа он такой очень скромный. Он даже типа, с чувак. вертолета там Да, Не да, прыгает, да, да, и да, не да. висит Он на просто вертолете. типа стреляет из дробовика и один раз висит на Да. окне. Типа, И там очень видно, что это не он, что это каскадер. Да, там прикольно, летает, прикольно. Поэтому они, во-первых, очень аккуратно с ним работали. За ним на съемках постоянно были Скорая люди, ездила. которые Скорая. наблюдали. Ну, не Врач. скорая. Просто постоянно врач ходил. Нет, люди из страховой, которые наблюдали, ну, сможет он выполнять. Готовы были актерскую работу. Нет, если внимательно Выплачивать. посмотреть в кадры, то там всегда есть. торчит башка-шапочка врача, знаешь, типа просто. И чувака со стороны. Да-да, из страховой. белого. Он типа просто считает бабло и такой, Цель была именно сделать такой блокбастер, классический, с Арнольдом Шварценеггером, который похож на что-то, что было раньше, но ставки якобы удвоить. И вот здесь ответ на твой вопрос. Явно люди думали, блин, вот он же Т-1000 уже победил. да. Да. Какого Мне это тысяча. антагониста ему нужно найти, чтобы... Нет, так подожди, ты хочешь сказать, что типа Завлечь? сценарий писался типа под Арни, типа изначально? Сценарий не писался под Арни, сценарий писался под Тома Круза, кстати. Так вот, я про это и говорю, что, ну, как бы ты так подводишь, что, мол, типа,
все было понятно, что для Арни нужно придумать антагониста, который будет мощнее Т-1000. Да. Сценарий писался под Тома Круза. Но потом, когда его подбирали, когда Арни подобрал этот проект... Подобрал, простите, на заднем дворе Тома Круза. Так и было. Том Круз, типа, Да ну нахрен, я не буду в этом говне снимать. страховщики сраные! Том Круз бежал из этого проекта в «Магнолию». Вот, И Это Делал ресторан, правильно. причем это был ресторан. Это было правильно. И он просто пошел А в Шварценеггеру нужен был хит, чтобы вернуться. И такой сценарий как бы подходил ему как никому другому. Второй момент, почему это кино новогоднее, рождественское, потому что концепт пропит миллениумом. Вы Не, вспомните. ну это прям, ресторан. да. О, это офигенно, это Да, офигенно, я вы согласен. вспомните, какой Страх был. у хайп всех. был, Да, страх перед Я, тем, кстати, что да, я случится, когда все обнулится. об этом тоже думал, и у меня была такая мысль, что, типа, прикольно, ведь мы это пережили, да, типа, вот этот переход, типа, веков. И А я Арнольд подумал, нет. да, это прикольное состояние, да, что, типа, Да. ну, кайф, типа, мы реально перешли с вами, перешагнули через века. Ну, не Да, все так да, умеют. Конечно. А если еще между строк где-то вот Вова смысл искал, они прям загнали, что там девяточки приставили. Да. Вот на этой фразе я прям думаю. Шестерочки «О, так перевернули, да? Это Шестерочки Дэн перевернули, Браун они писал превратились- этот сценарий, Да-да-да. 100 баллов. Шестерочки превратились в девяточки, Да, а я да. подумал, Ну, он, хорошая может, и находка, посматривал в эту хорошая сторону, да. находка. Это пацанское кино, пацаны. Вот это то кино, которым, например, я восхищался в детстве. Блин, есть Арнольд. Арнольд здесь в шикарной форме. Я не знаю, что вам там не понравилось. Мне кажется, это, в принципе, последний фильм, где Не, ну он не Арнольд танцует, в я могу шикарной форме. сказать. Ну, Не, мне типа, он там тоже понравился. Да. Он- Причем он, наверное, это самый брутальный Арнольд, который, в принципе, в кино был. И у с него этой даже в этом фильме есть какая-то щетиной. мимика, в отличие от других. Да, Там, ну, как-то, ну, игра. Он, типа, пытается сыграть вот эту потерю жены, там, пьянство. да. То есть, ну, это не Терминатор, который И это Арнольд кино или команда именно, Арнольд. вот я и хотел бы сказать, что он именно здесь в хорошей актерской форме. Вот, да. Не в форме бодибилдера, да, как раньше Арнольд просто представлялся как Да, машина да. всем. Вот здесь он как бы уже как актер выходит на сцену Так, полноценно. хорошо, ты мне скажи, он вернулся после этого в кино? Не помогло, Жаль, потому жаль. что... Конец света все-таки. Слушай, но фильм не был провальным. Просто от него в итоге не было такой кассы, на которую все рассчитывали. Потому что супер большой бюджет, 100 миллионов на тот момент, Нифига это себе, очень это большой дофигелион бюджет. просто. Поэтому там все улицы перерисованы в Нью-Йорк, этому не стоит удивляться. Люди, которые делали продакшн этого «Сатаны», это люди, которые делали продакшн «Терминатора» второго. То есть он позвонил всем своим, типа, бывшим и сказал, Там, типа, нам да. надо теперь сделать «Сатану», но так же, как «Терминатора». Так и было на самом деле, потому что команда, которая делала этот фильм, это команда, которая делала «Терминаторов» Кэмерона. Здесь продюсер «Терминатора 2. Судного дня». Даже режиссер вот этот, его привел на этот проект Джеймс Кэмерон. Потому что Арнольд, естественно, пришел к Кэмерону, попросил снять этот фильм, и Кэмерон соскочил, короче. Как Том Ну, Круз. как Том Он Круз, вместе да. с Томом Я он Крузом позвонил там Тому сценарий Крузу, тоже на позвонил задний Тому двор. Крузу, говорит, как Да. ты соскочил? А Он говорит, да, Шварценеггер? мне там предложили. Да. там, ну, Но вот есть режиссер, который супер классно снимает ночные сцены. А Хайемс действительно снимал классно ночные Да, сцены. там реально же все ночь, да, какая-то? Да, Там же да, прям да, реально да. все И супер ночное. забирай его, он тебе снимет классный фильм. Режиссер с художественным образованием, очень хорошим. Он сам по себе живописец. Его работы до сих пор висят в национальных музеях США. И у него была концепция: Нью-Йорк, огонь, ночь. Много дождливых сцен. И огонь, как контрастная такая сущность, должна была именно настоящий огонь выделять этот фильм из общей линейки всех остальных фильмов. Ну, Я видишь, хочу не сказать, зря что Витя я- очень хорошо Нет, подготовился. видишь, не зря я искал какие-то смыслы. Его- Там, видишь, как его минимум там была представление фильма- как минимум там была концепция. Это Вообще это визуально шик, это это шикарное шик. кино. Но подход
такой. Он как бы немножко несет в себе не блокбастерность, Ну да, такую чуть-чуть, арт-вижн, да, есть чуть-чуть, все-таки да, артовости авторское там, видение. да. Да. И люди, когда пошли, во-первых, в кинотеатр смотреть, в кинотеатре это еще прикольно смотрелось. Еще темнее, если там еще лампа плохо светит этого проектора. А потом представь, вот на VHC выходит такая Да. история, где вообще просто на этих ламповых телеках ни хрена не видно, еще если кто-то перепишет с кассеты на кассету, а я первый раз, по-моему, когда смотрел это кино, вообще в экранке было, там вообще просто хоть глаз выколи, и ты хочешь первое, что сделать, этому Хайамсу глаза выцарапать, потому что он испортил твое любимое Ну, это кино как в с «Игре твоим престолов», любимым да? Это актером. битва в ночи, ночная битва, где хрен что поймешь, да? Типа, что И- там происходит? 100%. И ты такой, Это прямая параллель, потому что на конце света люди, которые смотрели это кино, они выкручивали, специально Да. залазили в настройку телека и выкручивали яркость на максимум, чтобы хотя бы хоть что-то там видеть. Нет, смотри, это нормальная тема художника, там, оператора. Конечно. Вот смотри, как рекламу снимают. Всегда оператор на площадке хочет сделать Спит. потемнее. Ну, потемнее, все потемнее. А клиент выводи все, чтобы все было светло. И Потому никогда что, не да, попса не согласовывают, попса. не согласовывают цветокор какой-то, где есть хоть чуть-чуть темноты, каких-то таких красивых темных кадров. Все должно быть. 100%. Но в этом фильме был прикол, что Хайамс был и режиссером, и оператором. оператором. И колористом. Вот, ленты. но то, что он продавил эту штуку и свой вижен и перед Арнольдом, и, в принципе, перед продюсерами, это, мне кажется, большого стоит. Но Вот. тогда еще так можно было. Да, и сейчас так можно. Вспомни Джокера Да. второго, Да. Тодда Мгм. Филлипса. Там та же ситуация. Или что там сейчас недавно снял прекрасный режиссер, сериал, да, какой-то снял, и «Провал полнейший», который там 5 Оскаров. Кто Куарон. там? Да. Шикарный сериал. Не понимаю, Да. где там провал. Все его срут, просто все говорят ужас, типа... Шикарный, ну, как бы. шикарный сериал. А Вите нравится? Там лучшая операторская работа в сериалах, которые вообще... Дай в бог принципе, каждому, была. там... Еще касаемо спецэффектов хочу добавить, там же есть шикарные две сцены. Вот сцена с метро, Арнольд расщепляет эти вагоны и стреляет из своего дробовика. Да. Того демона. уносит в конец Да, того вагона. уносит в конец, вагон там взлетает, Сжимают, взрывается. эксплозия. Так вот, они, В общем. это не графика, они сделали метро в масштабе 1:8, ну, настоящие вагоны сделали, поставили рельсы, выстроили декорации и потом прям А как они в этот взорвали вагон эти засунули Арнольда, если были маленькие вагончики? не, и ну, Ну, это маленькие- комбинированные съемки, там очень много комбинированных съемок. То есть они снимали отдельно Арнольда на зеленке или на фоне специальном, потом вставляли. Там на самом деле очень много таких подходов. И в конце, в церкви, тоже использовали комбинированные съемки. Помните, там есть сцена, где ряды такие? Да. Они да, красота. построили церковь. 1:8, мы помним. их Не-не-не, как бы план. уже там 1:16, ну, какой-то такой Там масштаб. бюджет Всё уменьшался. типа, и после все- вагона уже типа, Один- какой мы Да. Они построили небольшую церковь, поставили эти ряды с декоративными стульчиками, да, лавочками. И котика пустили. Под эти лавочки протянули тросы, Ого. такие специальные. И чувак просто дергал эти тросы, и лавочки это «Звездные войны». волнами. «Звездные войны». Это лучше, чем в Это «Звездных лучше. войнах». Есть момент в «Звездных войнах», Лукас, если что, 3 или 4 раза перепиливал графику, потом с годами. Мне очень понравилось. Не, я вспомнил, я смотрел этот фильм, действительно, я точно помню, что я его смотрел. Ну, типа, наверное, там ни в каком году он вышел, там 90 какой он вышел. 9-й. 99-й, наверное, там года 3 спустя, но я его смотрел, было прикольно, мне очень понравилось, вот из всех эффектов, которые я там видел, он, наверное, может, сам попсовый, но мне очень понравился этот чувак из метро, который рассыпается стеклянный, Ну, это как в потому что «Терминаторе». он сделан просто супер качественно. Я смотрю, думаю, это 99-й год, но он 99-й. сделан просто офигеть. Ну, как бы в современном кино он бы был сделан так же, и мы бы даже не подумали, что это типа плохо.
Ну, мы подумали бы, что это норм вообще. Ну, чуть-чуть И, палец. типа, мы ну, бы просто, я подумали, говорю, да. что это, типа, ну, это реально супер Конечно. качественно сделанная штука. Поэтому графику, да, типа, я оценил графику. От Шварца я не ожидал каких-то глубоких мыслей, поэтому, как бы, зашибись. Просто стреляем, бегаем, что-то там падаем. Пьем Да, коктейли из бьем, в меня стреляют, китайской но еды. я жив, вот это вся прелесть. Ну, класс, класс. Мне было весело. Монахи-убийцы, это всегда прекрасно. Типа, ну, как развлекательное кино, как блокбастер, как боевичок, потому что мы выросли на боевичках и комедиях. Мне кажется, мы не смотрели каких-то там больше жанров, мы просто смотрели комедии. Мне кажется, Вова типа, смотрел. Да, Вова, может, смотрел, но я, «Реквием как, по мечте», я да. точно, как бы, Любимый. знаешь, ты любил два формата, боевик и комедия. Типа, а что там между ними? Да все фигня. Типа, главное, это боевик и комедия. Просто скажи, вот для тебя этот фильм живет сейчас, или ты бы оставил его где-то там? Я бы, наверное, оставил его все-таки где-то там, потому что вот как это, сейчас возрождается жанр вот этих безбашенных боевиков, да, мы как-то все сейчас опять их начинают снимать, да, вот такие боевики, Так. не знаю, наверное, этого не хватает, опять же, нам. Но для меня он, ну, как бы вот глобально все-таки как такой жанр немножко вымерло, да, и все-таки этот, наверное, фильм я бы оставил там. Он, безусловно, классный, в нем есть очень крутые вещи, но я бы оставил. Сука! На! Не, на самом деле... Сейчас входит Арнольд, подожди. Так, Вова, просто. давай, ты расскажи. Его спасает одна штука, чтобы его ставить. Это сама концепция вот этого миллениума и конца света, перехода тысячелетий. И это интересно всегда посмотреть, как люди того времени представляли себе, ну, некий конец света там или, ну, любую другую футуристическую штуку, как это было. Например, также можно читать, например, сейчас какого-нибудь Азимова для того, чтобы понимать, к чему это все пришло. Да, мы знаем, что там Азимов предсказал YouTube в какой-то своей повести. И многие какие-то штуки. И вот это цепляет, то, что тут есть вот эта затравка, что вот это конкретный конец света, вот так он людьми в 99-м воспринимался. Но были же другие фильмы, которые тоже... Про конец света? Про миллениум. Про миллениум. Именно, не которые помню, были выстроены на этой концепции. Там «Странные дни», например. Того же Кэмерона, кстати. Ну, и так вот это все, Кэтрин Бигелоу. вот это все и дает им шанс на существование сегодня. Ну, на мой взгляд. Не знаю насчет Рождества, к тому, что стоит ли его там пересматривать именно как рождественское настроение, именно вот этот. Если действительно так, если была такая штука у людей, все его смотрели на Рождество, то, наверное, да. Я думаю, его точно никто не смотрел. Да, мне кажется, поэтому тоже. я его и принес. Да, мне кажется, что это классный фильм, который не смотрели, да, забыли, а он реально рождественский. Да, новогодний. Да, и его можно посмотреть. Да. Поэтому я бы сказал, что проверку времени, он все-таки проходит. Супер. И его можно посмотреть для того, чтобы просто быть в контексте того времени. Следующий фильм и просто 200 спартанцев. Нет, это 200 сигарет. Читаем. Разношерстная молодежь собралась в канун Нового года на одной из вечеринок в центре Нью-Йорка. Некоторые туда явились в одиночку. Кто-то прибыл парами, как Люси и Кевин. Но пока Кевин жалуется на жизнь, прагматичная Люси уже занята совращением их великолепного бармена. Любой, кто бывал на таких вечеринках, помнит знакомые чувства, воспоминания и ожидания новой любви, когда часы бьют 12. Когда настало утро, мало кто ожидал, что окажется совсем в другой кровати. Ого! Вау! И нет, тут еще, вот смотрите, важно. Любовь как сигарета. Так же трудно бросить. Да. Мой первый вопрос к вам. Почему 200 сигарет? Это я принес этот фильм, я тебе сейчас расскажу. Не потому, что там много курят. Если его смотреть внимательно. Нет, на самом деле он называется «200 сигарет», потому что вот эта Люси, персонаж Кортни Лав, с этим своим другом,
едут в такси, они там что-то трындят за жизнь, и он рассказывает, как он ненавидит Новый год, потому что, Да, у него кроме день того, рождения. что, кроме У него того, день что рождения, его да. бросила девушка, у него день рождения. А такси останавливается, Люси уходит в магазин, и начинается какой-то диалог таксиста и этого пацана в пальто. Мгм. Да. Человек и муравей. Да. Да, Мы так его и будем называть. Она выходит из магазина и приносит ему подарок блок сигарет. И А это в 200 блоке сигарет. 200 сигарет. Она ему кидает и говорит, кури. Типа, А кури. до этого он с И таксистом... все, и до- поэтому 200 сигарет? И Да, до, да, и до да, этого да, он с таксистом... Это немного, Витя, артовый фильм. Немного артовый. Нет, Тут то, что надо это артовый фильм, я понимать, понял. Надо... классно передает всю эпоху, во-первых, 80-х, переходящих в 90-х. Когда он, кстати, был снят? Он Какой был год? снят В 99-м году он тоже был году, снят, да. но дело это происходит, они там пишут, 1980. 82-й, второй ну, год. Новый Ага. год с 82 на 83. Ага. Да. Пишут, что много всяких ляпов, что такси Ага. не такое, там Нью-Йорк уже не такой. Ну, но Нью-Йорк уже не тот. но там Нью-Йорк настоящий, это не Не Лос-Анджелес. графика. Не графика. Но и нам это уже не так важно, потому что для нас, Да, там вот, вообще не особенно важно. в детстве, да, это было, ну для меня, во всяком случае, другая планета. Смотреть на тот Нью-Йорк, на тех Не, людей. ну это всегда была другая планета, да. И В просто детстве, да. представить себе, что можно как-то куда-то пойти на какую-то вечеринку, где ты никого не знаешь, где это там не вечеринка тебя, твоих там, школьных 3-4 друзей, и все там заранее договорились и знают про эту вечеринку. Это круто в том плане, что вот создается вот этот вайб Нового года, вот этой всей атмосферы новогодней. И сюда добавляется еще, ну, для любителей моды. Здесь очень классно передается вся мода 80-х, уходящих. Но вот здесь написано «Любовь как сигареты также трудно бросить». Это не оригинальный слоган этого фильма. Оригинальный слоган звучит так, что там 23:59, где ты окажешься в эту последнюю минуту Нового года. Прикольный инсайт человеческий, что все до последнего могут не знать в этом возрасте, Да, там условно. где ты окажешься за минуту до Нового года. И очень много культурных вот этих кодов, они есть в сериале «Друзья», например. Это тоже этой эпохи, да, сериал, Да, где очень важно не встречать Новый год одному. И вот весь фильм построен на то, что надо найти пару, чтобы Новый год встретить с кем-то. В фильме, что еще один плюс, есть четкая структура. Это, по большому счету, реальная любовь, только интересная. Ну, для аудитории. Это такая же структура, там есть новеллы, которые связаны одной общей целью. Да? Ну вот Все- для меня вот они не срослись, вот прям Это идеально, антология, эти да, новеллы, да, это там, антология. ну, Мне, как бы- мне кажется, даже этот фильм ближе не к реальной любви, а вот дальше серия выходила «Нью-Йорк, я люблю Да, тебя», да. Вот я «Париж, тоже хотел люблю». сказать, но я не знал, откуда эти растут фильмы. Да, типа Нью-Йорк я люблю. Но тебя, там да, типа вот это. были много режиссеров, правильно? Каждый снимал свою новеллу да. про Нью-Йорк. Здесь как бы Нью-Йорк — это отдельный персонаж этого фильма, но все равно это все концентрируется на каждой сцене персонажей. Тут есть, значит, подростки, которые прям вообще подростки, которые Да, там типа 15 или сколько проходят свой пубертат, и для них это такая прям очень важное событие — попасть на вечеринку. Это, кстати, единственные персонажи, которые откровенно хотят на эту вечеринку. Потому что все остальные говорят, что мы ненавидим вечеринки, но на самом деле все хотят попасть на вечеринку и набивают себе цену. Ну что? Вот, что, там есть еще сомневающаяся в себе особа, которая встречается с самовлюбленным таким каким-то япи, который он как бы лишил девственности и гордится этим, да, там что такой: ох, как ты там выбрала меня, почему ты... Потерялся. Сцена с какашками на пальто. Какашки Вспомнил? на пальто, да. Ужасно. Спасибо, что Да, объяснили но это- мне. Спасибо. Как это Я потерялся в этом классический фильме. американский Юмор того времени. того времени. Да ладно, брось, Синди. Иди к черту! О боже! О боже! Господи! Да, но для меня этот фильм, он просто продал мне как бы концепцию вечеринки. Вот если бы нам стереть память всем сейчас, Так. просто мы не знаем, что такое вечеринка, Так. ну типа вообще,
И потом нам говорят, типа, посмотрите вот этот фильм, и вы все поймете, что такое новогодняя, типа, клевая вечеринка. Мы смотрим, такие, да, и у нас практически все то же, что мы должны знать про вечеринку. Все собрали. Да, типа, важно, много алкоголя, она должна быть какая-то прикольная. Все курят и трахаются. Типа, да. Типа, вот все вот это, и еще какие-то там чуть-чуть переживаний по этому поводу, да? Ну, там, как бы, понимаешь, там не чуть-чуть переживаний, там каждая ситуация героев, для них эти переживания очень важны. Для героя, безусловно. Для зрителя. Для героя Бена Аффлека. Я подключился вообще ко всем, особенно, Бен Аффлек. Это лучший. Типа, моя девушка на тебя Причем он первый в титрах. Я еще вообще он офигел. потанцует, да, типа, знаешь чуть-чуть. почему? Потому что самая большая звезда был на тот момент. Уже на тот момент, но вот режиссер этого фильма, да, вот здесь появится, она была директором по кастингу изначально. И потом стала режиссером. И поэтому... А Бен Аффлек при чем? Ну, Так, и поэтому фильм- ей, скорее всего, удалось собрать вот каких-то классных чуваков, которые... Возможно, она в них видела потенциал. И она их Видимо. открыла там, да, частично. Ну, возможно, да. Не, ну, на самом деле возможно, эти же все открыл. снимались. Типа «Человек-муравей» я посмотрел, он до этого фильма уже там натарабасил фильмов прилично. Просто звездой стал, Да, но как бы стал ли он от этого хорошим актером? Я в шоке от этого кино был. Почему, А теперь Витя? поехали! Почему? Хорошо, теперь мне поехали не к удалось, может быть, разносу! его продать. Итак, Я просто со своей колокольни, я же, во-первых, не люблю чуть-чуть авторское кино, а во-вторых, оно просто ужасно для меня снято. С точки зрения художки, вот эти все плевать будет. супер яркие кислотные тона, которыми преобладает это кино. Там много зеленого, такого едкого, красного, оранжевого. Все это плюется в разные стороны, как будто бы человек, который не понимает в художке ничего, пытается рисовать картину и ляпает красками во все стороны. Ну, кстати, Витя еще и художник, надо как бы знать ну, это. да, Он да. как бы немножко соображает. Поэтому А мы было нет. тяжело смотреть именно визуально это кино. Во-вторых, там есть вот эта главная история, в Кевина. которой Пол Радд и Кортни Лав снимаются, где они там бегают. Кевин и Люси. То хочу тебя, то не хочу тебя. Вот вы подключились, возможно, к этой паре. Я не подключился, потому что... Я ни к одной не подключился, я тебе так скажу. Я Да. не подключился Да. ни То есть к вы одной. вдвоем против, Просто- да? да. Нет, мы не то, что я- против, потому что я поясню, потому что Кортни Лав, как это правильно сказать, Это да. Но О, да, тут о, да. тут не будем поспоришь, да, спорить. и не ты поспоришь. просто хочешь подключиться к этой паре, хочешь понять там бэкграунд какой-то туда-сюда, но ты смотришь на ее вот скуренное Да. лицо, и просто тяжело это сделать, просто тяжело. Ты не подключаешься реально к этой любви, да? Да, вот к этой да, ты не такой понимаешь, якобы откуда там, случайной, да, типа, то есть прикольная вроде история, да, они типа друзья, там, Так. типа, там 100 лет в обед. Ну, опять инсайдная типа, история, да. правильно? Да, но ни разу не думали о том, что они могут быть парой, потому что, хули мы тут со всеми подряд. Но Возможно. к ней реально не подключаешься. И, возможно, из-за нее. Хотя... А Человек-муравей тебя прям будоражил. Он нормально играл, я переигрывал, конечно. но опять это в рамках По-муравьевски так. такого. Да, ну, да. И вроде бы как эти истории, новеллы, они прописаны даже хорошо. Но я согласен, что не складывается эта история в конце. Я посмотрел, и я не понял, зачем я его Но посмотрел. вот у меня тоже не срослись. Вот эти типа истории, они не срослись. Да. Самая большая история, которую я увидел в этом фильме, была в самом конце на фотографиях. На титрах. Вот там какие-то итоги, исходы рассказывали, как в мальчишнике Когда нам показали бегать. вечеринку, да, что Да, и ты происходило такой, на этой вечеринке. и я бы Да, на да, это да. посмотрел, и это было Да, бы классно, я бы посмотрел развитие А вот она этих хотела персонажей. снять еще 400 сигарет, но там как бы уже все закончились, актеры у нее. скорились. Да, А она по- планировала вторую часть как раз показать не вошедшие. типа, Поэтому знаешь, мне вот это в всё. этом фильме именно не хватило третьего акта. Вот, мне показался этот фильм неполным. Хотя, если по плюсам пробежаться, то мне понравилось настроение. Не, ну настроение там шикарное. Да. Оно действительно
Это не конец света, где есть мрачный Новый год. Тут конкретно Новогодний Новый год. новогодняя вечеринка. В целом, почему бы и нет. И я в шоке от роли Бена Аффлека, конечно, это просто рука-лицо в Да, этом вообще, фильме. да, там что не кадр, то бомба, там что не событие, то он, конечно, шикарен. Тут еще можно отметить, что он сделан с MTV, этот фильм. Совместно. И тут очень большой плейлист. Прямо сейчас на Spotify я специально посмотрел. Да, На плейлист Spotify- там, кстати, хороший. На Плейлист Spotify хороший. есть прям подборка, она так и называется, 200 сигарет, и там от первой до последней Мгм. песни. Жанр интересный, он разный, там от диска до Мгм. зарождения брит-попа. Ну, это, 100%. чтобы как бы это пафосно не прозвучало, ну, такой артефакт того времени, который, кстати, может быть оценен сейчас аудиторией этого возраста, потому что все-таки есть сейчас запрос, ну, такой минимальный, типа да, на культуру, на да, культуру того того времени. времени, На ностальгию, скорее, и да. на ностальгию, и на образы. То есть, вот, например, если мы возьмем образ вот этого человека-муравья, как мы его сейчас уже стали Пол Да, Рад, да. да, называть, да. да, Кевин это... и Человек-муравей. Если ему убрать бакенбарды, да и даже хрен с ними, с бакенбардами, это современный представитель поколения Z. Но фильм классный. Для меня этот фильм классный по двум причинам. Так. Первое, то, что я его в детстве посмотрел. Ты его посмотрел? Нет, первое, что Вторая я его причина. посмотрел в детстве совершенно случайно. Я даже его смотрел первый раз не на видеокассете, его показывали по телевизору. И он для Да. меня остается вот этим каким-то воспоминанием из детства. Еще раз повторю, что я тогда офигевал, как так можно. Но он попал в тебя. Он тогда просто меня попал в попал. тебя и удивил. Да. Не, он меня сейчас тоже удивил. Потому что эти две Меня ленты... тоже очень. Ну, у тебя картины, которые мы обсуждаем, да, там Витину, там типа я смотрел, да, типа этот я действительно не смотрел фильм. И он меня реально тоже удивил. Мне было весело посмотреть на этих актеров молодыми, да, я просто подумал, это как будто бы фильм начала карьеры очень многих каких-то известных актеров. Ну, И про вот него, кстати, так и просто пишут. прикольно, Ну, вся критика прикольно на про него это так и пишет. посмотреть. Да, типа 100%. больше ничего. Там просто есть максимально уродские отыгрыши актерские, вот, которые просто портят фильм. Его бы перемонтировать даже. Там Переснять. Цвет подкрутить, и мне кажется, шикарно. Стало бы лучше, да? Стало бы лучше. точно лучше. В прокате фильм был провален полностью. Понятно, почему. Витя, почему этот фильм провалился? Да потому что... Ну что говно. Но Что ты потом, ожидаешь? уже когда он Он- вышел на VHS, «Вторая жизнь», Да. и потом он уже Так он является- заработал потом денег или нет? Ну, это я не знаю. Или но- просто пираты выпустили, Нет, все я- посмотрели? Я думаю, отбил он свой бюджет. В 8. принципе, это культовое кино сейчас. Да? Надо Да? про это говорить. Да. Да. Ну, просто нишевое культовое кино. Резюмируем чуть-чуть. Останется ли он в веках? Да, я считаю, что его нужно смотреть на Новый год ради просто, во-первых, хэппи-энда. Там действительно хэппи-энд у всех случается, у всех этих героев этого Да. фильма. Это вайб новогодний, это эстетика вечеринки. Например, если мы захотим сделать новогоднюю вечеринку, Да, ее мы знаем надо, теперь, что делать. ее Мы надо теперь знаем, что сделать делать. в этом стиле. Нужен художник, который рисует вагины, мне кажется, там вот есть такой чувак, и ты просто понимаешь теперь, Ну, и новогодняя вечеринка без такого Это так художника. или иначе попытка затронуть весь какой-то культурный слой Мгм, того мгм. периода, и поэтому даже для любопытства это стоит точно, если не смотрели, Для любопытства. посмотреть. Я так скажу. Мне кажется, я бы, наверное, оставил этот фильм где-то там, в прошлом. Хотя он мне принес там какой-то киноопыт интересный. Но я понимаю, что я его больше никогда не буду пересматривать. Просто это тяжело. Это просто тяжело для меня. Пересматривать. Не, Вова очень многое объяснил, это у меня все сошлось, когда нам Отлично. объяснили, что режиссер это Пожалуйста, ты директор можешь по его кастингу, забрать, типа, эту всё. кассету смотреть под Новый год. Мой итог по этому фильму, наверное, что он не войдет в вечность, этот фильм. Потому что он уже есть стал веч- вечностью. он уже есть Он уже вечность. стал вечностью, да. На самом деле, я что-то удивился, что он снят был в 99-м, потому что если бы он был снят раньше, то я бы его как будто бы мог сказать, типа,
вау, типа, вот в 82-м Да. Так время-то про 82-й. вот это, 100%. типа, было вау для 82-го. Да. А когда это 99-й, и я такой, типа, понятно, что вы хотели сделать, но как-то... Не получилось. Ну, типа, да, что-то для меня не получилось. Хотя, ну, я говорю, что вот если это оценивать как это, типа, вау... Ну, как бы- Капустник. Фильм «Капустник». Вот, хорошая Но мысль. про Фильм Новый год. «Капустник». Да. Итак, последний фильм. О. Фильм просто шикарный. Я считаю, что это, ну, как бы лучший фильм сегодняшнего вечера, конечно же. Вы сами это понимаете. Так. Что у вас как бы изначально проигрышные позиции. Ваши фильмы, ну, так себе в сравнении с этим. Это «Долгий поцелуй на ночь». Просто перед подкастом мы обсуждали, что давайте мы не будем нести на подкаст культовое кино, а Артем взял А и я не принес знаю, что культовое такое кино культовое. на Просто подкаст. что значит культовое? Знать Ну, бы, что такое культовое. Потому что «Долгий поцелуй на ночь» — это вот классическое культовое кино, которое все любят, которое все смотрят. Ну, не на все. Да. Рождество. А Вова, знаешь, что написал в сценарии? Удивительно, но у этого фильма самая низкая оценка, Самая высокая из- оценка из всех из всех трех. этих троих, да. Удивительно, почему? Да, потому что фильм хороший, а не 200 сигарет. Конечно, Ну, вот я типа, поддержу. Типа, а тут как бы, типа, поэтому не для всех, Витя, не для всех это очевидно. И я не знал о его культовом статусе, простите. Я бы Конечно. тогда посмотрел что-то другое. Во-первых, это кино написал Шейн Блэк, культовый сценарист, уже и режиссер Теперь мы знаем, что Голливуда. это «Смертельное оружие». Да, он И написал... «Крепкий орешек» Да? 2. А он там. всё-таки- Нет, «Крепкий нет, орешек». нет. Шейн Блэк в 23 года написал «Смертельное оружие». Вот, дальше он написал «Смертельное оружие 2», разосрался со студией, потому что он хотел убить героя Мэла Гибсона. Да, ну, давно пора. В конце этого фильма, естественно, студия не убила, он всех нахер послал и ушел искать себя. И вот появляется новая молодая студия, амбициозная New Line Cinema. Первые два фильма, с которыми New Line Cinema врывалась в Голливуд, был «Долгий поцелуй на ночь» и «Одиночка» с Брюсом Уиллисом. И очень важно, что здесь прям выноска на кассете, бюджет фильма 85 миллионов долларов. Да. Итак, 8 лет назад школьная учительница Саманта Кейн перенесла полную потерю памяти. Она живет с 8-летней дочкой, счастливой семейной жизнью и не подозревает о своем кровавом прошлом. Ведь когда-то эта красивая женщина была агентом Чарли Белтимор, выполнявшим секретные заказы ЦРУ. Шокированная неожиданным возвращением некоторых навыков и психологической подготовки профессионального киллера, Саманта пытается разобраться в своем прошлом. Детектив Митч Хеннесси, начавший с расследования жизни простой учительницы, оказывается втянутым вместе с Самантой в секретную операцию ЦРУ. Я уже устал. Уже устал от этого даже описания. Это Джейсон Борн, только раньше. Да. Да. Типа полностью. По 100%. сути дела, это... Кстати, этот фильм был снят раньше, чем вот те фильмы. Между прочим, он 97-го или 96-го года. года, да. Вот. И с точки зрения экшена, мне кажется, тут очень много было находок. Ну, типа, с точки зрения экшена. Тут прямо есть очень крутые какие-то кайфовые сцены, которые мы... Ну, типа, в каких-то фильмах позже узнаем, видим, да, типа, но здесь они уже как бы существовали. И там катание на коньках по льду, там стреляние Полный в бред, тачки, да, там вот это все. Я про то, что это, ну, как бы, это все смотрится супер прикольно Олдово. в экшене. Это сегодня Но не знаю. смотрится, конечно, очень олдово. Сейчас это смотреть, типа, ой-ой-ой. Да нет, почему? Ну, Почему? Давай Меня уже как бы- удивило там их возрождение. Каждый герой, каждый из этих персонажей, они прошли цикл возрождения. И вот эти возрождения меня просто шокировали. Помнишь сцена, где уже на этом мосту на границе с Канадой, там все, Да, наверное, там происходит, да? натянуты канаты. Канаты, они там что-то сражаются на какой-то сетке, она стреляет в него, он падает в дырку шлюза с такой типа, ну все, явно ему хана, он по этому шлюзу, он еще должен там сколько-то сделать кульбитов, ну все, вроде бы умер человек. И он там где-то Выныривает, конечно. Он где-то выныривает и уже на вертолете там поднимается дальше сражаться. Хорошо, вернемся к современному Джону Уику.
Сколько раз в последней серии он реинкарнируется из как бы состояния полностью убитого человека, ну типа прям убитого в усмерть даже. Мы же помним, там типа там от него просто уже не остается ничего. Не, но это... Типа он умер 100 миллионов раз за фильм. Там концепция вселенной. То есть там это Так и здесь концепция. это Здесь, да, условно это шпионские, допустимо. типа. Так это все подготовленные шпионы. То же самое. Здесь Кроме тоже этого, он возрождается просто потому, что он простачок. Он простачок, и он должен как бы Но его, возрождаться. кстати, тоже в этом фильме было две концовки. В одной из концовок его убили. Этого Но зрители были против. Митча Хеннесси. Потому Если- что это рождественское кино, и якобы должно было развлекать. Как крепкий орешек тот же. Да, да. Вот, он Это крепкий орешек. Это крепкий орешек. Просто женский. Плюс он такой настроенческий очень, с хорошими шутками, которые, кстати, на русском не всегда правильно работают, потому что Шейн Блэк очень качественно прописывает диалоги, и именно с Ну, точки кстати, зрения... смертельное оружие, оно же смешное тоже. Конечно, Оно же с как бы точки супер зрения смешное, да. химии героев, у него все фильмы это бади-муви, все фильмы в основном белый человек с афроамериканцем спасают кого-то, во всех Прикольно, фильмах прикольно, есть прикольно. кража или ребенка, или кого-то берут в заложники. Он Короче, как бы открыл свою постоянно... золотую формулу. Да, у него действительно золотая формула, которую он постоянно переписывает, переизобретает и говорит, что для меня это нормально, потому что я с каждым своим сценарием выдаю лучше результат. Хорош, да, просто? Это то же самое, да, но лучше. А почему рождественское, ребята? Так. Потому что там начинается вся завязка в том, что главную героиню Показывают видят на- антагонисты через что рождественский парад, который едет по Да. городу, она там... Кто там, миссис Клаус, не знаю, кто она там, да, и все по телеку ее видят, в принципе, в костюме Санта-Клауса, и дальше там, ну, как бы Рождество продолжается, оно там есть весь фильм, много моментов завязано, как бы там на чем-то таком, опять же, эти гирлянды, на которых они летают, да, новогодние, которые, как же в боевике новогоднем, без гирлянд и вот этих вспышек, когда они тыш-тыш-тыш-тыш бьются, когда Да. на них летишь. А это прикол того же Шейна Блэка, потому что он первый ввел по факту вот этот рождественский сеттинг в настоящее бади-муви. Да, вообще, да, теперь я понимаю, какой этот фильм. К слову, вот Сэмюэл Л. Джексон, который является, наверное, одним из самых активных актеров Голливуда на данный момент, у него очень много тайтлов, в которых он снимался, он пару лет назад давал интервью и говорил о том, что Митч Хеннесси, это его любимый персонаж, которого он исполнил. А он шикарный персонаж, там офигенный Конечно. персонаж. Типа его образы, его эти одежды, которые какие-то безумные вязаные какие-то свитера, да, с какими-то пальто Да. и кепочками. Не, он играет... Он как и бы, вообще он этот, шикарен, персонаж, шикарен, он шикарен. смешной там в этом фильме. Да, У него классные луки, которые меняются на Да, протяжении... лучшие луки в кино — это там, всего да. фильма. И там, персонаж живой. И тут... Живой. А сцена его пыток тоже была в фильме, но после тех же Чёрт. тестовых просмотров, когда его, во-первых, попросили оставить воскресшим, сцену пыток его убрали, потому что, она очень жесткая была для этого Видишь, фильма. Вова, видишь? И Там этот- было все было. Он умер, и его пытали. Просто зрители хотели его спасти. Да, и два слова про режиссера Ренни Харлин. Здесь прикол же есть. это вот он «Крепкий орешек». Да, второй. он снял «Крепкий орешек 2». Ну, так теперь понятно. Это крепкий И- орешек. Да, и тут есть тема, что именно в первую очередь из-за него этот фильм провалился. Почему? Поясняю. Потому что Джина Дэвис — это его жена на тот момент. Ага. И до этого фильма, буквально за полгода, они вместе, Ренни Харлин и Джина Дэвис, выпустили фильм «Остров головорезов». Помните, да? А-ля фильм, похожий на «Пиратов Карибского моря», который просто Да. жестко провалился в прокате. Это... Я помню этот провал. Жестко.
Это один из самых, в принципе, громадных провалов в Голливуде фильмов. Он похоронил Королка, студию, которая «Терминатора» делала и все остальное. И у Ренни Харлина и Джины Дэвис был такой, типа, очень плохой за собой вайб, который тянулся. Поэтому в кинотеатрах он слабо собрал. Но фильм хороший, конечно. А название? Как можно было все профукать? Почему такое название? В общем-то, кто плохо подготовился к выпуску, тот продолжает работу над ошибками дома. Итак, мы мучились и думали, что же такое долгий поцелуй на ночь. Как оказалось, значит, в английском long kiss goodnight обозначает смерть, такой эвфемизм по поводу смерти. И, соответственно, с самого начала фильма наша героиня знает только, что ее звали Шарлин. И в самом фильме она даже произносит, оказывается, фразу «I kissed Charlene goodnight», что значит, что, в принципе, она попрощалась с этой героиней, убила ее, так сказать. И, в принципе, получается, весь фильм – это история про смерть одной героини и жизнь другой. Единственный момент, где я могу Вову поддержать, это сцена с дочкой, где она там в этом ящике металлическом... Нет, подождите, как вы можете разрушать лучшее, вообще лучшее? Мама, я ударилась головой, я там в этом грузовике нахрен размазал. И она чуть-чуть ударилась. А остальные сцены трюковые, я вообще офигел. Я вот сейчас пересматривал, я 100 раз его смотрел, и когда она в конце подлетает, там, перед вертолетом, достает ствол. Там... Не, это класс. Для меня с детства я помню эту фразу про то, что она говорит: я про него знаю все, про то, что он ходит там в туалет сидя. И вот что-то там. И для меня почему-то тогда эту фразу я запомнил ярче всех. К этому фильму у меня почему-то всегда, если мне скажут «Долгий поцелуй на ночь», я всегда вспоминаю, там чувак ходит в туалет сидя. Интересно. Шикарно. Но ты попробовал потом сам? Да. Ну, было интересно. Но непривычно. Помните вот эта классная сцена, где она едет, просто выбрасывает его, потом возвращается. Зачем эта сцена в сценарии? Непонятно. Но она такая крутая. Да. Просто для того, чтобы показать, что в этом фильме самое главное — это отношения между актерами, между персонажами. Ну да, он же делает ее лучше, причем учитывая то, что он сам-то тот еще засранец. Он-то нифига не позитивный как бы чувак. Окей, давайте разбираться, что мы как бы оставляем этот фильм где-то в вечности или нет. Витя сказал, это фильм культовый. Да, конечно, оно больше двух остальных фильмов достойно остаться в вечности. Я думаю, оно останется и без нашего вердикта в вечности. Ага. Вот так. По мне, он, конечно, наверное, все-таки вот это испытание времени... Я останусь при своем, что все равно он смотрится чуть-чуть, так как-то олдово. Вот эти все... Именно в этой олдовости, ретро-подходе, в том, что оно смотрится не пошло, как 200 сигарет, а смотришь на то, как раньше снимали боевики, и кайфуешь от этого. То есть ты понимаешь, что это олдотня, но в то же время ты понимаешь, что это все сделано по-живому, что эти трюки выполняют каскадеры. Мне нравится, что это так задумано. В каждой сцене есть придумка. Да, вот Артема поддержу, что, например, даже каждый выстрел дробовика, он имеет значение. Помните, там сцена есть в начале в доме? Забегают чуваки, стреляют в дом, в разные стороны, выбивают дыру в стене дробовиком. Для того, чтобы потом в эту дыру Джина Дэвис взяла и ребенка своего бросила. Ну, это круто, кстати, это круто. И оно как-то... Ну, я говорю, вот отдельно каждая какая-то сцена, вот если ее как-то препарировать,
круто смотрится. А еще, знаете, классно. какой момент для меня, типа, самый непонятный? Зачем она скотчем заклеивает кожаную куртку? Это сделано ради того, чтобы эта куртка смотрелась оригинально и стильно в кадре. Да. То есть этот фильм, он стиля раздает очень много. Именно вот такого американского, трушного, классного стиля. И в экшене в том числе. Да, там есть глупые моменты, где от одной гранаты взрывается весь этаж. Но, блин, я готов этому фильму это простить, потому что это делается ради того, чтобы они потом выпрыгнули и из Да. УЗИ расстреляли Да. лед и провалились под него. О, Да. это тоже классно. Ну, давайте Давайте. решать. Сын будет смотреть, Долгий да. поцелуй на ночь. Я согласен с Витей как раз-таки, что это классный фильм для подготовки к празднику. Да? Типа, ты можешь делать все, что угодно. Я бы даже во время... Включать, типа, да. Потом, типа, возвращаться к нему на какие-то моменты. Потому что и Вова это подметил. Моментами он супер кайфовый. Да, и ты такой, чё, я должен посмотреть, как она сейчас там прыгнет в лед. И дальше к мяску вернулся, да, типа, потом, ну-ка, писающая кукла. Все, погнали дальше. Окей. Что ж, итак, рекомендации розданы, так сказать. Выбирайте на свой вкус. Пишите в комментариях, да, какой фильм вам понравился больше. Возможно, да. Возможно, проклянете какой-нибудь фильм, и это тоже нормально, потому что не все из них, например, вот эта желтая кассета, Не самые вызывают разные эмоции. Да. Поздравляю вас с Новым годом. У нас есть чашки. 3 Мы кино. Давайте чокнемся ими. Что с наступающим Новым годом всех. Всего вам счастливого в Новом году. Смотрите Конец кино на VHS. Наслаждайтесь им. И пусть оно дарит вам исключительно теплые, классные эмоции. Еще увидимся. Кінотроєчка.